Минуточку, бандиты-убийцы, это я могу понять, но что значит дожедра? Даже дракон с отвращением перешагнет через нее. Ну-ка, повтори.
О, тот, кто темнее сумерек, о, тот, кто бодрянее текущей крови. Во имя тебя, погребенного в глубинах времен, во славу твою я присягаю тьме. Пусть те безумцы, что противостоят нам, будут уничтожены нашей с тобой единой силой. Пусть они будут уничтожены. Драгуслейв! Всем привет! С вами Ларри. Вы только что посмотрели распаковку прекраснейшего Nendo Living Inverse по аниме Slayers. Если тебе понравилось, ставь лайк, а мы переходим к оценке. И вы такие, наверное, сейчас: ой, ну это медалька супер-пупер, мы знаем Ларри, сейчас она няшится, наковается, скажет, что это супер-мега крутой Nendo, расходимся. Нет, Nendo супер крутой, это точно. Супер-пупер медалька, это 100%, но у него есть свои минусы, которые я вам сейчас озвучу по порядку. Первый, наверное, существенный минус – это неполнота инструкции. При том, какие гудки делают подробные инструкции, с Линой они прям что-то налажали. Это действительно так. Я сначала, запарилась, такая думаю, нифига, ну ладно, может быть там типа я дурак. Потом полезла читать форумы, и нет, действительно, то есть народ действительно жалуется на тему того, что в инструкции не прописано, куда, как, в какие места вставляются те самые лапки, которые вы видели в полиэтиленчике, такие вот они прям простыней, таким матрасиком идут. Я оттуда вынула одну лапку, чтобы вам показать, да, ее в сгибе, но там, это прям сложно, там их 5 штук. Куда, чего, как. А учитывая, что у нее ручки состоят из, соответственно, предплечья, потом рукавчик, вот этот вот локтевой суставчик, и потом, то есть перчатка, да, начало перчатки и, соответственно, лапка, вот эта вот кисть, она идет конечная. И вот там даются вот эти вот предплечья, да, то есть либо согнутые, либо там прямое, но как-то вывернутое. Это действительно не написано в инструкции. Вы видели инструкцию, она также была продемонстрирована во время распаковки, и там этого нет. Инструкция на 2 языках, на том спасибо, но никакого описания, что, в какие места делаете эти лапки, вставляете эти лапки. То есть из серии догадайся сам. Это, конечно, не скажу, что прям ай, пипец, я пойду выйду в окно, но все равно неприятно. Согласитесь, сидеть там, это, конечно, приятные хлопоты, наверное, сидеть над нендороидом 2 часа, чтобы поставить его там в какую-то приличную позу. В остальном я, в принципе, разобралась. И вот с дополнительной лапкой, которая такая вот со сгибом, которая шарик держит, там было несложно. Здесь там сразу стало понятно, куда ее втыкать и каким образом она работает. А что еще хочу сказать по поводу минуса, я не знаю, для меня это, наверное, не минус, для меня больше минус это меч, который у нее с попки отваливался, он просто как-то не очень сильно туда вставлялся постоянно, а так как там рядом над ним штыречек для подставки, держатель, а он четко под ним, под этим держателем, и все время вставляя держатель, я цепляла этот меч, и он так с легкостью от нее отваливался. Меня это все время раздражало, но я не буду это записывать в минус, это чисто личный мой бадхёрт, потому что руки у меня кривые. В минус запишу момент головы, у которой поднятые волосы, при стыковке с челкой, там прям, не очень красивый шов возникает, вернее, не шов, а стык, она то ли не полностью туда входит, то ли они там что-то не подрасчитали.
выглядит некрасиво, с такими волосами это выглядит сильно лучше. Я тоже сначала подумала, что, может быть, это у меня какая-то конкретная версия, да, нендороида, у которого там что-то не так, не долили, не пролили. Хотела было расстроиться, но оказалось, что нет, это, видимо, партия. Опять же, на тех же форумах я прочитала, что действительно это такая штука есть. Ну, оно не бросается в глаза, тем более стоит она у нас вот так на полке, и вы ее видите вот в таком формате. Соответственно, шов вы этот не увидите, если вы не посмотрите на нее сверху. На этом я думаю, что минусы заканчиваются. Нет, сейчас еще можно записать в минусы цену. Цена у Lina Inverse в японских магазинах стала достигать, конкретно у Nendoroid стала достигать от 23 тысяч йен до там 46, я видела, тысяч йен. Согласитесь, за такие деньги, ну, это минус. То есть цена, это, конечно, нынешняя цена, это, конечно, минус большой, потому что, ну, за такие деньги Nendoroid, это прямо не что-то это. Но, видимо, он, ну, настолько популярный она. Более того, сейчас, наверное, радуются еще те, кто покупал непосредственно у Гудков на моменте релиза фигурки, релиза Ненда, потому что Гудки давали к своему Ненду, именно купленному непосредственно напрямую у них, они давали дополнительную лапку и дополнительный меч света. Если вы не смотрели аниме, обязательно сходите после ролика и начните смотреть сериал. Надо начинать с сериала, потом можно смотреть овашки и полнометражки. Ну, там, ну, не сильно, скажем так, одно на другом завязано. А теперь переходим к плюсам. Плюсы — это все остальное. У нее очень много всяких деталюшечек классных. Ее можно поставить во множество поз. У нее шикарные совершенно личики к ней даются. Хотя, если у вас, наверное, есть другие нендороиды с другими личиками, их тоже можно поставить к Лине и, я думаю, еще больше разнообразить спектр эмоций на ее лице. По поводу костюма, хочу сказать, что это костюм не из сериала. Если, я не знаю, такие есть, нет, вы, наверное, тоже заметили, что это костюм не из сериала. Это костюм, во-первых, с арта, во-вторых, по-моему, в овашках он появлялся. И поправьте меня, если я вдруг не права, но, по-моему, он в овашках. Есть некие отличия, да, у костюма из овашек и у костюма из сериала. Вот. Что вы хотите от меня еще услышать? Какая она классная? Она классная. Она действительно очень здоровская, я очень хочу ее себе купить, и я даже вроде нашла ее, ну, по не очень заоблачной цене, но вам не скажу, потому что она там одна. Извините, я жадная. Металька супер-пупер однозначно. Всем рекомендую продавать почку и бежать ее, конечно же, покупать. Если вы фанат, так тем более продавайте все почки и бегите ее покупайте, потому что, ну, реально ее сейчас найти по адекватной цене, в принципе, практически невозможно. Все. Я надеюсь, вам понравилось. Линочка, вам понравился обзор. Буду рада, если вы все-таки поставите лайк, поделитесь этим видосом с друзьями, прям кидайте мне нещадно ссылку со словами «А ты знал, что такое бывает?» И смотрите на реакцию просто. Вы пишите ее в комментариях. Я просто не представляю. Заходите к нам в соцсети. Мы там периодически куролесим. Приходите на наши стримы. Они сейчас хоть редко, но бывают. На стримах, кстати, те, кто был на вот пришедшем стриме, который прошел вот самый крайний стрим, все, кто на нем были, они знали, что я буду делать распаковочку Лины, которую привез аристократ и Чуи на стрим и оставили ее мне для распаковки. Вот, поэтому, видите, на стримах зачастую можно узнать какие-то будущие планы. Хотя эти же будущие планы я пишу на Бусти. Периодически сообщаю подписчикам Бусти, что вот будут такие вот планы на там июль месяц или там на август месяц. Вот, если что-то грандиозное, тоже все сообщается на Бусти. Подписка там стоит не очень дорого, но вы очень поможете каналу, потому что, например, те же бутлежки покупать. Вот мы на стримах денежку собираем на всякие такие вещи. То есть не из серии там себе там на покушать, а для вас, чтобы был контент, чтобы было что снимать, чтобы было что вам показать, чтобы вы всегда были счастливы и довольны. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь, до новых встреч.